Всем привет! Вы на канале Ажурное настроение. Сегодня в этом ролике мы будем с вами вязать вот такие шортики. Шортики для отдыха, пижамные, купальные. То есть вот такой вот вариант с укороченными штанинами. Что нам понадобится для вязания? Нам понадобится пряжа Alize Diva Stretch, либо любая пряжа с содержанием эластана. У меня 100 грамм, 400 метров. Так, цвет у меня 158. Состав пряжи 8% эластана, 92% микрофибра. Рекомендация спиц 2 и 3,5. Я буду вязать на двоечке. Далее, что еще у нас здесь? Мне понадобится сантиметр, круговые спицы номер 2, потому что вяжем по кругу. Если вы будете использовать резиночку в поясе, то вам понадобится тоненькая резинка бельевая. Будете украшать, ваша фантазия не имеет границ, вы можете украсить их любым удобным для вас способом, то есть бисером, всякие наклеечки, то есть это уже на ваше усмотрение, то готовите это все, что вам понадобится. Далее нам понадобится крючок номер 2, мы будем его использовать для обвязки края, ну и также для каких-то моментов, где нам потребуется небольшая помощь, где мы не сможем справиться с спицами. Шортики выглядят вот так. По бокам на шортиках идет вот такая вставочка декоративной линии из изнаночных петель. Это у меня идет с двух сторон вот так. Шортики у нас с двойным подворотом, резиночка. Здесь вот такие зубчики идут, украшения. Дальше я их сделала на шнуровке, внутренняя шнуровка, ластовичка вывязана, вывязан на них росток. Все. Сейчас приступаем к рассмотру расчетов по этим шортикам и далее приступаем с вами к вязанию. Шорты будут у нас связаны спицами по кругу. Какие мерки нам нужны для вязания шорт? Обхват пояса либо талии. Это все зависит, эта мерка, от того, где у вас будет располагаться пояс. Вы можете, например, вязать завышенные шортики. У меня будут они вот на уровне вот здесь находиться, то есть это ниже пупочка будет, вот тут находиться у меня пояс. Далее нам нужен будет обхват бедер, высота сидения. Высота сидения замеряется от места, где у вас будет находиться пояс, по передней части, и потом переходим на спинку и замеряем по спинке вот до высоты ростка, например. То есть мы меряем от середины переда вот так, потом между ножек мы прокладываем ленту на спинку и вот так замеряем дальше. В принципе, это все швейные способы снятия мерок, их можно найти в интернете. Я на себе демонстрировать это не буду по некоторым своим соображениям. Так, значит, шортики у нас вяжутся по кругу, шва у нас не будет по центру, по боку, то есть только круговое вязание, вообще бесшовные будут. Дальше, росток у меня 4 сантиметра, то есть это вот этот вот подъем на спинке. Он нужен для того, чтобы вы присели, например, в этих шортиках, у вас не оголилась спина и то, что ниже спины. Вот, значит, получается так, что у меня по переду средний шов должен быть равен 22 сантиметра, а по спинке 26. Его не будет, это я вам образно показываю схему,
чтобы потом с расчетами, ну, вот, с измерениями изделия, которые вы будете вязать, было удобнее. Далее, значит, здесь росток у меня 4 сантиметра, и, значит, средняя вот эта линия, она так же, как и наперед, идет 22 сантиметра без ростка. Но росток здесь обязательно нужен. Затем линия бока у меня равна 26 сантиметрам. Здесь, значит, по полуобхвату я показала, что у меня на переднюю половинку, на полуобхват, то есть это на одну штанину, идет 63 петли наперед, 63 петли на спинку. Но спинка будет у нас выше. Далее, значит, моя плотность вязания в 1 сантиметре у меня в высоту 5 петель идет, 5 рядов, тут вот я сантиметры написала, 5 рядов, и в длину 3 петли. Значит, дальше что мы делаем? На спице мы набираем петли на бросовую нить. Сначала мы вяжем пояс. У меня пояс равен, если он сложенный пополам, то он у меня равен 2 сантиметра. То есть он у меня небольшой, то есть вот прям вот чуть-чуть поясок. 2 сантиметра, чтобы продеть в него тоненькую резиночку потом. Ну, это если она понадобится, в принципе. Вязать мы будем из пряжи со стрейчем. Я использую вот такую Diva Stretch. Дальше, значит, когда мы провяжем пояс, свяжем основное полотно до ластовицы, нам нужно будет рассчитать разницу между объемом пояса талии и объемом бедер. И у нас получается, вот по моим расчетам, у меня получается 252 петли я набираю для начала вязания. И, значит, у меня должно быть по бедрам 276 петель. Я из них вычитаю первоначальный набор, и у меня получается 24 петли я должна добрать здесь вот на ластовицу. И тогда у меня объем бедер выйдет на нужную мне мерку. Итак, что еще я хочу сказать? Росток. Как мы вяжем росток? Мы разделим вязание на 2 половинки. То есть, извините, идет 63 петли наперед, 63 на спинку. Но если это по одной половине шорт, если брать целиком, мы же вяжем по кругу их, то значит здесь вот у нас 126 петель и здесь 126 петель. Здесь у меня по боку будет идти такая декоративная линия. Она, скорее всего, у меня будет чередоваться, или просто я буду ее вывязывать изнаночными петельками. Просто такая вот типа лампасика будет идти. То есть 60 петель я провяжу, 3 петли я спереди заберу на эти лампасы и провяжу лампас. Значит, для ростка мне нужно разделить вязание спинки на части. И, значит, у меня получается, что для ростка в 4 сантиметра мне нужно провязать 20 рядов, так как у меня в 1 сантиметре 5 рядов. Значит, я вот эти 126 петель разделю на 20 частей, и я получу по 6,3 петли. Округляю до 6. Значит, по 6 петель я провязываю. И вот как у нас росток вяжется по частям. Туда-сюда, туда-сюда, то есть с прибавками. Здесь немножко, конечно, будет побольше в конце, потому что здесь вот у нас 6,3, то есть здесь у нас мы побольше можем провязать уже для перехода на опять круговое вязание. Итак, ну, в принципе, наверное, я все уже сказала по вязанию и по схеме. Она, в принципе, несложная. Вяжут их, конечно, по-разному, но вот для лучшей посадки, конечно, лучше рассматривать правильную выкройку, правильную схему. Вязать еще можно, например, снизу вверх, вывязывая вот эти вот скосы на штанинах, тоже их нужно рассчитывать. Затем делать вот эти вот убавки.
с учетом того, что спереди эта линия менее вогнутая, чем по спинке, провязывать до конца и потом вот по этому среднему шву сшить шортики. Дальше, как еще? Да больше, в принципе, и никак. То есть два варианта, либо так, либо так. Остальное все, вот эти вот новаторские идеи, я считаю, они нецелесообразны, потому что изделие не сядет как положено. Так, ну, в принципе, все. Значит, набираем набросовую нить, исходя из расчетов своей плотности, своих размеров. У меня получается это, наверное, 46-й. Если вот учитывать обхват бедер, наверное, это по 46-му размеру будут шортики на 46-й размер. Еще учитывайте момент такой, хочу сказать, так как мы вяжем из пряжи со стрейчем, она у нас все-таки тянучка, вот такая вот она немножко у нас растягивается, то здесь что можно сделать? Если вы вяжете шортики на повседневку, то есть просто выходить куда-то и просто там на прогулки куда-то или дома носить, например, как чисто домашнюю одежду, предположим, то вяжем вот прям как сняли мерки. Если вы хотите использовать шортики как купальный вариант, то из этих мерок я, наверное, посоветую все-таки, учитывая то, что ниточка тянется у нас, вычесть 2-3 сантиметра. И тогда они сядут очень хорошо, вы их нигде не потеряете. Они и так будут, в принципе, держаться за счет того, что эта нить тянется. Она как раз вот для таких вещей, для купальников, для всяких топиков, которые вот в облипочку должны сидеть. Вот на лето очень хорошо для ажура какого-нибудь тоже такой вот использовать. В общем, вот так. Вяжем, если для повседневки, то используем мерки, какие у нас есть. Здесь у нас будет проставлена тоненькая резиночка. Если для купальника, ну для купальника чаще используется еще и спандекс, но все равно, как бы, чтобы купальник сидел удачно, все-таки купальник это как нижнее белье, он идет, он должен сидеть удобно, но и в то же время не сползать. Он должен вот прям удачно ложиться по фигуре, поэтому я советую вычесть 2-3 сантиметра вот из своих мерок обхватов. Обхватали обхват бедер, высоту сидения не трогаем. Так, ну в общем-то все, приступаем с вами к вязанию. Набираю петли я набросовую нить, вот на такой, это пряжа с фикс прайса. Она очень хрупкая, поэтому я использую ее вот для таких как бы черновых работ. Видите, раз вот и все, и оторвался, и плюс еще в ней встречаются несоединенные кусочки. Просто как мотали, мотали и вот намотали. В общем, для таких целей я использую такую пряжу, потому что мне ее не жалко даже будет срезать. Итак, значит, я уже набрала и не стала снимать это все, как набирать, набросовую нить, это все. Я набирала крючком. Ну, вот, как видите, по краю получилось, как будто это итальянский набор петель. Так, дальше, значит, начинаем вязать. Вяжем мы с вами обычной лицевой гладью. Значит, первую здесь вот мы тоже провязываем. Пока что лицевой. Вот так. Дальше весь ряд мы тоже вяжем лицевыми петлями. Здесь у меня набрано ровно 252 петли, так как я начала вязать именно с бросовой нити, а не с основного цвета, для того, чтобы замкнуть в круг. В круг я буду замыкать через 2 сантиметра после того, когда я провяжу вот эту вот часть для пояса. Даже, видите, я не резинкой здесь начинаю вязать, и просто обычная лицевая гладь. В общем, так вот и провязываем. Ряды вяжем туда и обратно. Сейчас вот делаем пока лицевой
вязкой. Вяжем лицевыми петлями до конца ряда. Так, довязываем первый ряд набросовой нити. Так, и последнюю петельку провязываем изнаночной петлей. Для чего мы провязали первый ряд лицевыми петлями? Для того, чтобы когда мы будем соединять резиночку, так сказать, то у нас получится переход на основное полотно, он не будет перекореживаться, он будет вот ровно сойдет, и дальше будет очень удобно и удачно. Дальше, в принципе, смотрите, вы можете вязать здесь изнаночными, то есть продолжать как лицевой гладью вывязывать, потому что это получается как внутренняя сторона пояса. Можно, в принципе, резинкой. Давайте все-таки, наверное, будем провязывать резинкой. Значит, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так мы вяжем резинкой еще. Вот вместе с этим рядом мы считаем, получается, нам надо 8 рядов провязать. Все, дальше вяжем самостоятельно, также туда и обратно. Так, вот мы с вами провязали, значит, 8 рядов резинкой. Первый ряд простой лицевой гладью лицевые петли. Дальше переходим на 9 ряд. То есть в общем у нас получается 9 рядов, и переходим мы на 10 ряд. 10 ряд у нас будет общий для 2 половинок пояса. Значит, снимаем первую петлю, провязываем 2 петли вместе лицевой, делаем накид, провязываем 2 петли вместе лицевой, делаем накид, 2 вместе лицевой, делаем накид, 2 вместе лицевой, делаем накид. Так мы с вами вяжем до конца ряда и считаем, чтобы у нас количество петель соответствовало тому количеству, которое было у нас изначально при наборе. Итак, вот мы с вами полностью ряд провязали, накиды и по 2 петли вместе. Это у нас будет декоративный край сверху на поясе, зубчики. Что я еще сделала? Я на этой спице не провязала последнюю кромочную петлю. Почему? Смотрите, здесь мы эту кромочную петлю перекидываем на спицу, на которой уже есть провязанные петли. Дальше смотрим по рисунку. Здесь я закончила лицевой петлей, и здесь у меня начало лицевой петлей. Значит, вот эти 2 петельки кромочные мы соединяем изнаночной петлей. И дальше уже провязываем по рисунку лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть дальше вяжем тот же самый узор, резинка 1 к 1. Так, сколько у нас рядов получается? Здесь мы должны будем провязать 9 рядов резинкой, и в последнем 10 ряду мы будем соединять пояс, то есть складывать его пополам и соединять. Все, дальше вяжем самостоятельно 9 рядов резинкой. Итак, вот мы с вами провязали пояс, резинку. Дальше я петли, которые были на бросовые нити, набрала на круговую спицу. Сейчас наша задача с вами убрать бросовую нить. Так. Честно, для меня это проблематично, потому что я, в принципе, не особо пользовалась этим методом. Так, снимаем. Так, тут у нас что-то зацепилось у нас. Что-то у нас тут набралось не так. Так, в принципе, как я и говорила, мне не жалко будет эту нить подрезать.
Так, здесь все правильно, здесь у нас все собрано. Так, на это ниточка, она зацепляется все-таки за изначальный материал, за пряжу, с которой, за основную пряжу. Поэтому мы ее будем где-то подрезать. Так. Не хочет она так вылазить. Хочет быть отрезанной. Так. Так. Как вы видите, да, у меня уже какие-то разделения на основном полотне находятся. Это у меня уже переход к нашему вязанию. Так, сняли. Так, вот сняли. Самое главное теперь не перепутать стороны. Что еще здесь нам требуется сделать? Сейчас наша с вами задача все это соединить, то есть объединить пояс между собой. Но для этого я изначально уже поделила полотно на две половинки. То есть это вот о чем я с вами разговаривала, что нам надо будет разделить на половинки, чтобы вывязать росток. То есть мы 126 петель забираем по спинке и ставим боковые маркеры. Все, у меня здесь вот такой, и здесь вот я просто ниточку завязала, потому что он, в принципе, не пригодится нам потом. Дальше я подготовила себе вот такие колечки. У меня просто такого количества маркеров нет, здесь надо будет 20 штук. Я приготовила вот такие вот колечки. Вот такие вот колечки. Они, в принципе, используются для изготовления маркеров. Я буду их использовать вместо маркеров. У меня спицы не толстые. Как раз то, что надо. Итак, смотрите. Как мы помним, мы с вами, когда соединяли здесь вязание в круг, мы вот эти две петельки связывали вместе, которые у нас вот тут были, вот здесь вот кромочные. Значит, сейчас мы с вами эти вот кромочные перекидываем на одну спицу вместе, и пускай они у нас там сидят и ждут своего часа. Сейчас мы с вами будем соединять вязание вот это лицевыми петельками. Но еще хочу обратить внимание ваше, что прямо сейчас мы будем вешать маркеры для ростка. Немножко сейчас камеру приподниму, потому что у меня немножко руки уходят, чтобы было видно. Так, значит, провязываем 2 петельки лицевой с первой спицы, ну, с передней, которая к вам ближе, с рабочей, и со второй нерабочей. Раз. Два. Три. 4, 5 и шестую провязали. Вот так провязали, повесили маркер. Дальше провязываем также. Вот это у меня по 6. У вас может быть совсем другое число для вязания ростка. То есть вы его рассчитываете по методу, который я уже вам в самом начале озвучила.
я его показала. То есть это мы берем высоту ростка, умножаем на количество рядов в 1 сантиметре высоты. Мы получаем нужное количество рядов на вязание ростка. Затем мы делим количество петель половинки спинки на получившееся число рядов. И мы вычисляем, через какое количество, через какой промежуток петель нам нужно будет вязать поворотными рядами. Все, в принципе, я думаю, принцип понятен, как это все делается. Дальше вяжем самостоятельно. И потом уже встречаемся, когда будем вывязывать росток. Итак, у нас остается 2 петельки на дополнительные спицы, где была бросовая нить. И 1 петля у нас остается вот на этой спице с основным полотном. Что мы делаем? Это дело мы сюда перебрасываем. Вот так. 3 петельки у нас получается на этой спице. И все 3 вот эти петли мы провязываем вместе. Все, провязали. Здесь немножко подтянуть нужно. Все, это у нас полностью соединена резинка для пояса. Смотрите, какая красота получается. У нас здесь зубчики. Здесь у нас по изнаночной стороне, смотрите, идет отверстие, куда мы можем вставить резиночку. А по лицевой стороне у нас все закрыто. И получается у нас такая вот красота. И дальше, значит, маркеры мы все расставили с этой стороны. С другой стороны мы поставили маркеры в зеркальном отражении. И теперь мы начинаем вывязывать росток. Росток мы вяжем с вами по частям. То есть вот от маркера к маркеру. Так, здесь подтяну. Сейчас немножко камеру еще приподниму. Все время я ее опускаю, забываю вернуться в исходное положение. Значит, вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек провязали. Маркер, вот он у нас маркер. Провязываем эту петелечку, следующую после маркера, и разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Дальше что мы делаем? Провязанную петлю снимаем на спицу не провязанной. Вот эту ниточку перекидываем за спицу. Видите, у нас образовалась из одной петельки как бы 2. Это вот из протяжки. Дальше маркер я уже снимаю. И здесь дальше я вяжу изнаночные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы вернулись в исходное положение в серединку, середина вязания. Дальше мы следующие 6 петель до маркера провязываем изнаночной. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Маркер переснимаем. Еще одну петельку провязываем изнаночной из следующего промежутка перед маркером. Дальше переворачиваем вязание на лицевую сторону. Камера моя не хочет фокусироваться. Снимаем петельку и делаем вот так. Опять перетягиваем ее, видите, как бы на лицевую сторону ниточку. Маркер отсюда мы снимаем. Дальше мы вяжем
лицевыми петлями до следующего маркера. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше вот эти вот петельки, которые у нас как бы вот 2, да, образовалось тут вот так, мы их провязываем лицевой. Дальше вяжем следующие петли тоже лицевыми до следующего маркера. Провязали, маркер перекинули, следующую лицевую провязали. Ой, упало мое колечко одно. Дальше мы разворачиваем с вами вязание на изнаночную сторону, вот так, развернули, петельку пересняли, ниточку оттянули назад, получили вот такие вот опять сдвоенные петельки. Маркер скидываем и вяжем до следующего маркера изнаночными петлями, потому что мы с вами вяжем изнаночный ряд. Таким образом мы с вами провязываем все петли, которые у нас идут на росток. Ничего у нас не меняется, все мы также вот и вяжем. Так, сейчас мы дойдем до двойной петли. Так, вот она у нас, двойная петелька. Мы ее вот так подхватываем 2, провязываем ее изнаночной и вяжем петли до следующего маркера и захватываем следующую петлю после маркера. Так, маркер пересняли. Вы можете убрать, если вам удобно. Я просто, чтобы вы понимали, где что и после чего. Так, здесь, значит, переворачиваем на лицевую сторону вязания. Снимаем нашу петелечку после маркера. Перетаскиваем ниточку, делаем двойную петлю. Маркер убираем. И дальше с вами опять провязываем петельки лицевого ряда до маркера. В общем, делаем все то же самое, пока мы не провяжем все с вами маркеры. У нас будет получаться вот так. Вот, то есть у нас будет получаться росточек, у нас спиночка будет подниматься. Здесь на эту дырочку не обращайте внимания, это все потом мы уберем, это все у нас вот так подтянется, и у нас не будет здесь никаких посторонних отверстий, все здесь будет хорошо. В общем, вяжем по всем маркерам. Итак, смотрите, я провязала практически все маркеры, у меня остался один маркер с этой стороны и один маркер с этой стороны. Как я говорила в самом начале, что так как у нас деление неравное, там получается 6,3 петли, мы округляли до 6, и у нас получается, что остаются крайние петельки, там 3 с одной стороны, 3 с другой стороны. Что нам теперь нужно сделать, чтобы нам выровнять полностью это полотно? Мы, значит, с вами провязываем до маркера последнего по лицевой стороне, снимаем его, дальше провязываем петли до боковой линии, тоже вяжем их лицевыми, вот так, провязали. Дальше это боковой маркер я пока сниму, и как я говорила, у меня здесь будет декоративная линия. Я провязываю петельку следующую после бокового маркера изнаночной петлей. Все, я дальше я разворачиваю вязание и провязываю, значит, эту петелечку я снимаю, немножко я ее не так сняла,
Она у нас идет лицевой. Я ее снимаю, перетаскиваю сюда вот. Но следующие петли до конца я провязываю изнаночной. Так, по изнаночной стороне мы вяжем изнаночные петли. Вяжем так до последнего маркера с изнаночной стороны. Так, вот значит у нас остается последний маркер. Провязываем до него изнаночные петли. Все, вот я его снимаю, этот маркер, убираю его в сторону, он мне больше не нужен. Дальше, так, сейчас ниточка немножко у меня запуталась тут, кусочек. Дальше мы провязываем до бокового маркера оставшиеся 3 петельки в изнаночном ряду. Провязываем их. Все, провязали эти петли. Маркер, я здесь маркер переснимаю. И, значит, декоративная линия у меня с лицевой стороны, она будет связана изнаночными петлями. Значит, в изнаночном ряду я эту петельку провязываю лицевой. Все, провязала лицевой и разворачиваю вязание на лицевую сторону. Дальше, что я делаю? Я эту петлю пока что вот так переснимаю, вот так. Дальше я переснимаю боковой маркер и перехожу на вязание по кругу. Все, вяжем по кругу с вами ряд. Здесь ряд уже полностью вяжем лицевыми петлями, кроме боковых петель, которые вот декоративная линия будет идти у меня. Там у нас будут вывязываться на лицевой стороне изнаночные петли. Так, сейчас мы до них провяжем и встретимся там. Итак, провязали. Вот она у нас, это первая петелька, которая сбоку. Я сюда вот возвращаю маркер. Вот так. Эту петлю, значит, я провязываю изнаночной. Вот так. Следующие 2 петельки я тоже провязываю изнаночными петлями. Остальные провязываю лицевой. Вот так. То есть до второй декоративной линии я провязываю опять петли лицевыми. Так. Дальше, значит, вот до маркера у нас осталось еще несколько петелек. Это мы по передней половинке вяжем с вами. Довязываем вот лицевые петли. Так, здесь у нас еще 3 штучки. 1, 2, 3. Дальше я перехожу на вязание 3 изнаночных петель для декоративной линии. Изнаночная. И вот эту вот изнаночную, видите, она у меня двойная. Это как раз мы вот ее снимали. Я провязываю ее так, снизу я ее подхватываю вот так, чтобы скрепить. Все, провязали. Дальше маркер я пересниму, пока я их оставляю, пока у меня вот эта линия прям ярко выраженная не будет. Дальше, мои хорошие девочки, мы вяжем дальше по кругу. Все, лицевые петли, и на линиях декоративных у нас идет изнаночные петли. Значит, линия начала ряда у нас сместилась вот отсюда вот на эту сторону. Она у нас начинается после вот этого маркера, то есть мы все сделали с вами правильно. Дальше смотрите, что у нас еще получается. Вот если мы сложим,
Видите вот эту часть? Вот она. Вот он у нас, этот росток для спинки вывязан. И теперь, когда мы будем одевать наши шортики, смотрите, вот так. Это будет наша спинка, это будет наша передняя часть, и все это у нас удачно сядет и удачно ляжет. Дальше, значит, мы с вами вяжем лицевые петли, выделяем декоративную линию по боку. Все вяжем без изменений на нужную нам высоту. В моем случае, вот по линии переда я буду уже смотреть и отсчитывать 22 сантиметра. 22 сантиметра в моем случае на моей плотности это будет 100 рядов. Я их провяжу, и там я остановлюсь, и мы с вами будем вывязывать ластовицу и переходить на штанины. В вашем случае вы смотрите, считаете количество рядов, сколько нужно вам по вашей высоте, и тоже останавливаетесь, и потом вывязываете вместе со мной ластовицу и штанины. Все, вот такая вот у нас получается красота. Все ровненько, аккуратненько, все ляжет очень-очень хорошо. Все, девочки, вяжем и встречаемся с вами на вязании ластовицы. Так, вот мы с вами провязали вперед спинку по кругу. Дальше смотрите, что сделала. Я уже сняла петли одной из половинок, которых сейчас я не буду на этих петлях вязать, поэтому я их пересняла на дополнительную ниточку. Здесь я взяла круговые укороченные спицы и одела на них петли штанины, которые сейчас я буду вязать. Что я забыла сказать при расчетах? Смотрите, как мы уже с вами посчитали, у нас ластовица будет 24 петли. 24 петли у меня равно 8 сантиметрам, исходя из моей плотности вязания. Значит, получается, что это 8 сантиметров ластовица длина. Я ее поделила напополам, то есть наперед и на спинку, и получается 4 сантиметра сюда, 4 сюда. Значит, из общей длины среднего шва передней половины 22 сантиметра я забираю 4 сантиметра ластовицы, и получается, что у меня высота передней половинки до ластовицы должна быть 18 сантиметров. По моей плотности вязания это 90 рядов основного полотна и 10 рядов резинка. Остальные 4 сантиметра они уйдут у нас на ластовицу. То есть тогда будет у нас 22 сантиметра. Дальше по спинке. Из 26 сантиметров по среднему шву я вычла 4 сантиметра и получила, что высота полотна до ластовицы у меня 22 сантиметра. И равно все это у меня 110 рядов основного полотна и 10 рядов резинки. То есть получается 120 рядов всего. Так, что еще я не указала? Ну, так, в принципе, все, наверное. Поэтому здесь, да, здесь все по расчетам. Дальше у нас получается вязание. Мы закончили с вами на маркере, где у нас было начало ряда, то есть после декоративной линии мы переходим на вязание задней половинки. Вяжем мы ее аналогично, то есть лицевая гладь, и вяжем ее до момента, где вот мы сделали разделение вот отсюда. Здесь у меня получается по задней половинке 63 петли, по передней половинке тоже 63 петли. То есть как вот мы делили боковые, то же самое мы сделали, только вот так поделили. Все, вяжем до момента, где мы сняли петли вот отсюда, и здесь с вами встречаемся. Так, провязали. Теперь нам нужно набрать петли для соединения
двух половинок, задней и передней. Как мы будем набирать петли на ластовицу? Мы будем просто набрасывать петли на спицу. Первую петельку подтянуть лучше, а остальные можно, в принципе, в спокойном натяжении одевать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 петли одели. Дальше соединяем вязание в круг вот с этой половины. Все провязываем единым полотном до начала ряда. У нас получается нужно провязать начало ряда. Это у нас вот здесь вот после декоративной линии. Вяжем так до маркера с вами. Так, все, вот мы вернулись к началу ряда. Начало ряда мы вяжем по спинке. Сейчас покажу, что у нас будет получаться. То есть вот у нас здесь разделение штанин идет вот так. И сейчас мы будем вязать штанину по кругу, не забывая вывязывать вот эту линию декоративную, которая у нас здесь проходит. Высота штанины в моем случае, по моим расчетам, у меня будет 4 сантиметра, она небольшая. И это у меня равно 20 рядам. Значит, вязать можно любым удобным для вас способом. У меня будет лицевой гладью провязано, и в конце я буду делать обвязку крючком. Вы же можете вязать сколько-то рядов, например, лицевой гладью закончить одинарной резинкой, либо провязать сколько-то рядов лицевой гладью и закончить, например, перейдя на вязание платочного узора. То есть вот так. Все, вяжем дальше по кругу на нужную высоту нам штанин. Еще хотела один момент сказать, что если вы не хотите, например, штанину прямую, как вот у меня в моем случае будет, и хотите сделать по типу велосипедки, лосины, то есть чтобы штанина обтягивала ногу, в таком случае вот здесь нужно будет сделать ромбовидную ластовицу. Как ее делать, ромбовидную ластовицу, у меня есть мастер-класс на вязание детского комбинезона. Там я очень хорошо показываю, как вывязывается ромбовидная ластовица. Ссылочка на эту часть мастер-класс с детскими штанишками, с детским комбинезоном будет у меня в инфобоксе. Все, вяжем дальше самостоятельно штанину целиком. Итак, все, вот мы провязали, значит, высоту штанины. Она у меня 4 сантиметра высота штанины. Здесь по внутренней части, вот у меня получается здесь такой вот промежуток. Дальше мне нужно сейчас закрыть петли. Я закрывать буду простым крючком. Это у меня крючок номер 2. Не хочет камера. Итак, как мы будем закрывать? Снимаем первую петлю, которая идет у нас начало ряда. Набрасываем нить на крючок, протаскиваем, делаем одну воздушную петлю. Снимаем следующую воздушную петельку, набрасываем нить на крючок и провязываем 2 петли. Следующую снимаем петлю со спицы и опять провязываем вот таким образом. То есть как бы делаем как будто соединительные столбики, сильно не затягиваем.
нам не нужно, чтобы у нас прям передавливало ноги. Поэтому вот таким образом мы закрываем все петли по кругу. То есть нам нужно, чтобы у нас вот такая вот косичка в итоге образовалась. Все, закрываем все петельки по кругу. Здесь в этом месте потом при провязывании последней петли мы закрепляем петельку, ниточку обрезаем, соединяем вот этот промежуток и будем переходить к вязанию второй штанины. Так, вот последнюю петельку мы закрыли. Теперь мы соединяем с первой петлей косички, протаскиваем рабочую ниточку через последнюю петлю и закрепляем вот так вот одной воздушной петлей. Кусочек ниточки оставляем небольшой, в принципе нам сильно много не надо. Отрезаем. Все, закрепили. Это потом у нас все заправится, это все у нас спрячется. Дальше смотрите, что у нас получается. Так, это у нас спиночка. Вот у нас вперед. Так. Все, вот у нас, значит, наша декоративная линия. У нас низ штанинок, шортиков. Теперь нам нужно перейти к вязанию второй штанины. Чтобы перейти к вязанию второй штанины, мы с вами должны вспомнить, что начало ряда у нас вот здесь, где маркер. Начинали мы вывязывать по задней половине шортиков. Значит, с этой стороны по задней половине шортиков мы должны начать вывязывать вторую штанину. Так, закрепляем ниточку. Я обычно закрепляю следующим образом. Делаю воздушную петельку. Вот так. На ниточку рабочую. Ее же я продеваю через первую петлю, в которую я начну вязать. Вот так. Все. И дальше вот эти вот петли, которые на дополнительной ниточке, на дополнительной спице были, я также их все провязываю. Сейчас. Все, я их начинаю поднимать. Кому как удобно, в принципе. Удобнее, конечно, со спицей, но ввиду того, что у меня спицы не оказалось рядом в нужный момент, я одела это все на дополнительную ниточку. Основная часть спиц у меня уже, так сказать, разложена по коробкам, так как мы переезжаем. Вот, и поэтому, как говорится, используем уже подручные материалы для вязания. В общем, вот так вот поднимаем все петельки для вязания штанин. То есть первый ряд мы опять вот начинаем вязать, и потом мы начнем поднимать вот здесь петли. Сейчас я вот отсюда все петли подниму, и мы с вами встретимся, когда будем поднимать петли на ластовице. Итак, все, вот мы одели петли с дополнительной ниточки на спицы. Дальше мы набираем петли вдоль наборного ряда, когда мы набирали 24 петли для ластовицы. Значит, находим первую петельку. Это у нас получается, набирали мы вот она. Значит, вот отсюда, вот она. Здесь мы вот так через 2 стеночки просто провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 22, 23 и 24 петелька. Дальше смотрите, чтобы у нас вот здесь дырочки не было, что мы с вами делаем. Вот мы провязали петлю в начале, это первая. Дальше мы опускаемся вот этой петелькой, из которой мы делали провязывание, и вот еще одна петля ниже, мы вводим в нее спицу, подхватываем рабочую ниточку вот так, одеваем на спицу, и вот эти две петельки потом, одетую и первую, провязываем вместе лицевой. Так, слетает. Ниточки скользкие, немножко слетают у меня. Не хочет. Вот так. Все, провязали. Вот тут потом вот это все вот так соединится, и здесь такого большого отверстия не будет. Все, дальше вяжем лицевыми петлями по кругу. Еще, это получается у нас второй ряд. То есть вместе вот с этим рядом получается еще 19 рядов нам нужно провязать по кругу, как вот мы вязали вот здесь. То есть в общем должно быть 20 рядов. Первый ряд мы сейчас поднимали петли, второй ряд вот мы сейчас вяжем, и еще будет 18 рядов. То есть все вяжем по кругу. Также потом петли закрываем крючком, делаем такую косичку и встречаемся с вами, когда будем обвязывать край штанинок. Так, вот мы с вами провязали, остановились, значит, на соединении ниточки при закрытии петель. То есть вот где мы в круг замыкали и затем отрезали ниточку. Здесь на этой штанине мы ниточку не отрезаем. Здесь вот так у нас получается. Здесь мы будем сейчас делать с вами обвязку. Как мы ее будем делать? Набираем 3 воздушные петли, делаем накид, и в эту же петельку делаем 1 столбик с накидом. Провязали, пропустили 2 столбика, 2 петельки, 1, 2, и в третью петлю провязали столбик без накида. Опять делаем 3 воздушные петли, в эту же петельку провязываем столбик с 1 накидом, 2 петли пропускаем, в третью провязываем столбик без накида, 3 петли подъема, в эту же петельку основания провязываем столбик с 1 накидом, пропускаем 2 петли, в третью петельку провязываем столбик без накида. Так обвязываем с вами по кругу обе штанины, и первую, и вторую штанинку. Так, провязали последний элемент обвязки, и в ту же самую петельку, куда мы провязывали вот от этого элемента, вот здесь, сюда же мы вставляем крючок, закрепляем здесь последний элемент и закрепляем саму ниточку и обрезаем ее. Все, кончик этот мы спрячем потом в вязании. Теперь нам нужно обвязать вторую штанину. Если эту штанину мы вязали в эту сторону, то эту штанину мы будем вязать в обратную сторону. Здесь, значит, нам нужно сейчас найти начало. Оно у нас будет вот здесь, вот тут. Для чего это мы делаем? Для того, чтобы у нас это было все симметрично, чтобы вот этот вот кусочек был у нас с вами на спинке.
закрепляем ниточку, делаем петельку на ниточке. Так, дальше здесь мы уже в петельку вставили крючок, протаскиваем рабочую петлю, набираем 3 воздушные петельки, делаем накид в эту же петлю, но еще не забываем, что у нас этот вот кончик остался, мы его обхватываем, захватываем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Все, 2 петли пропустили, в 3-ю петельку провязываем столбик без накида. Все, закрепили. Опять набираем 3 воздушные петли, провязываем столбик с одним накидом, 2 петли отсчитываем, в 3-ю провязываем столбик с одним накидом и сразу закрепляем вот этот кончик, который у нас был от набора. Все, также вяжем с вами до конца по кругу и также в первую петельку наборного края закрепляем ниточку. Так, вот мы с вами шортики довязали, ниточки я все заправила, провела ВТО немножечко. Эту пряжу можно гладить на единичке. Далее вот так у нас получился верх. Тут вот такой вот как бы дугообразный за счет ластовицы. Что у нас еще? Здесь можно как вставить резиночку, так можно вставить и шнурочек. Я сделала шнурочек. У меня пряжа осталась, поэтому я связала шнурок. Сейчас мы его вставим. Пока еще вот что. Значит, вот у нас ластовица. Данной ластовицы, если вот так ее развернуть, то можно в принципе сделать выкройку из материала и вшить вовнутрь, как на нижнем белье. Далее длина штанинок, они вот такие вот у меня коротенькие получаются. То есть, на мой взгляд, такая длина, она допустима, например, для купальных шорт, для домашних каких-то вещей для отдыха, то есть пижамные шорты, например, чтобы можно было в них лечь спать и все, как бы нигде не светить ничем, потому что длина штанин доходит до ягодичной складки. То есть вот такая вот длина шортиков. Что еще? Делая вот эту вот линию декоративную, я ее делала для чего? Чтобы показать вообще, что если у вас, например, ягодицы очень выдаются, то вдоль этой линии можно делать прибавочки, что очень тоже удобно, и не ошибетесь, где сделать нужную прибавку. Итак, сейчас мы с вами вместе вставим шнурочек, и наши шортики будут с вами готовы. Так, шнурочек мы будем вставлять по передней половине. Вот у меня идет полоса, вот она вот здесь, вот идет изнаночный ряд, и здесь вот лицевой ряд. Я буду делать шнурок как бы с внутренней стороны, чтобы он у меня проходил, чтобы у меня оставались шнурочки внутри. Вот здесь вот сейчас мы пройдем вот это в поясок, булавочку вставим. Плохо, что мы, конечно, я уже все свои вещи, принадлежности, так сказать, все уже собрала, уже все ожидает переезда, поэтому с такими вещами, как
булавочки, вот что нашла, то как бы сейчас и использую в своей работе, чтобы сделать этот мастер-класс, записать. Так, вставляем шнурочек. Так, дошли здесь до центра. Шнурочек я связала по длине, обхват полностью вот по поясу, и плюс еще 60 петелек дополнительных, то есть чтобы уже наверняка был у меня такой длинный поясочек, который в принципе можно потом будет внутри завязать. Так, мы почти дошли уже до конца. Вот они вот здесь, и мы вытаскиваем через одну. Так вот. Все. Провязали, все вытащили, все шнурочки, все вставили. Теперь шнурочек мы выравниваем и расправляем его по поясу наших шортиков. Все, вот так у нас все это сделано. Здесь внутри можно немножко подвязать, чтобы форму, так сказать, придать. Все, и шнурок можно вовнутрь заправить. Вот такие вот шортики у меня получились. Вот такой вариант шортиков вы можете связать на ребенка. Просто будете использовать свои мерки, которые вы снимете с ребенка. Вот. Как вязать другой вариант ластовец, я уже сказала, где его можно будет найти. Вот такие вот чудесные шортики у нас получаются. Все, девочки, вяжите с удовольствием. Легких вам петелек. Встретимся с вами в следующем видео. Это будет или мастер-класс, или какой-то видеообзор. Может быть, я уже буду рассказывать там о своем переезде, потому что, честно, я очень жду, когда мы все-таки уже поедем. Вещи уже все собраны, но все время какие-то мелочи нас пока останавливают. В общем, терпение нам, и еще раз терпение для переезда. Все. Желаю вам всех успехов, здоровья. Встретимся с вами в новом видео.